Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить Зельду. Дошли до 4-го босса, ящерица. Надо забраться наверх, на гору и, собственно, как-то ей завладеть, залезть в нее и там дальше управлять. Ладно, поехали. Так, у нас этот товарищ любит с пушки полетать. Я забыл. Надо же бомбу туда сначала засунуть. Положить. Ближе. Так, зарядили. Ну давай так. Тяжеловато вот в эти вот вертолеты попасть. А, наверное, по-быстрому просто не пройти. Ну, хоть кого-нибудь-то. Нет, рядом он мажет. Вот вроде целишься ровно, но все равно он куда-то мимо попадает. Явно не в них. Прям беда какая-то. Вообще не туда. Может так попробовать пробежать? Целься получше. Я с удовольствием. Но это крайне неудобно сделано. Вот вроде в них попадаешь, вот где-то рядом. Да пошел ты. Давай попробуем так. Он со мной? Вроде идет. Попробуем так проскочить. Рыхлый, давай. Все, прошли. А я бы сейчас стрелял 10 тысяч лет. Оно вроде как и так нормально. Правда, вот тут, конечно, вопрос, что делать. У нас получается. Ну-ка, мы застанить его можем? Вот прям вот так. Получится? Его можно сковать. Оп, полетели. Давай, 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 давай. Но в этом есть, в принципе, небольшой резон. Ай-яй-яй. И ты еще от ударов еще на одну улетаешь. Причем тут пушка явно не достанет. И еще раз улетаешь. Ну как? Шансов не дают вообще. Я не буду даже лечиться, тратить на это продукты. Я пока не знаю, что делать. Твою мать. Ладно, первых двух я не попал с пушки, но пробежать их можно. Но со вторыми тремя вообще что делать?
Я, может быть, что-то очевидное не вижу. Так, мы его сейчас тоже застанем. Примерно вот тут. Он все равно по кругу будет обходить. Да. А все, и рыхлый назад вернулся. Твою мать. Так, подожди, что? Загрузить. По-другому это никак не обойти. Сбивать их, наверное, вряд ли вообще резон какой-то есть. Ладно, давай попробуем пробежать. Ну, рыхлый там на пятюню вообще успел там что-то. Так, а что если прямо отсюда сохранить? А вдруг? А вдруг? Меньше хотя бы бегать не будет. Но это бесполезно камень его как-то сталкивать. Смысла я не вижу. Сейчас мы его поймаем. Вот так примерно. Полетели, рыхлый. Он накосячил, он все равно косячит. Ну, падла, а. Ладно. Не очень-то ошибка досталась. Так. По чуть. Он будет стоять со мной? Нет, он со мной пошел. Все, стой. Стой, сейчас попробую взлететь наверх и что-нибудь мутить с камнями. Так, у нас есть 3 камня. Должно быть. Но тут только 1. Чумовой расклад. А, подожди. А что если на них ящики прям скинуть? Вот безбожно. Отвали отсюда. Да, серьезно. Можно просто одним ящиком всех убить. Да вы прикалываетесь. Видите? Чем ему лопасти, да, лопасти повредить ему, и все, достаточно. Блин, я, конечно, в такую даль ящик не попру. Наверняка мы еще далеко не закончили. Все. И все, серьезно. Ну вы, блин, даете. Вот честно. Давай, рыхлый, пошли. Просто, оказывается, достаточно долбануть по ним ящиком, и все. Стрелял с пушек. Куда-то там что-то пыжился.
Ну да, да, да. Тихо, сейчас второй долбанет. Ну вставай, Линк, что ты? Поломался. Да давай буром их. Без разницы просто. Так. Ай-яй-яй. Я не успел убежать. Это было больно. Когда доходишь до босса, тебе не пускают. Ни фей собрать, ничего. Я сейчас загружусь хотя бы, может быть, поближе где-то. А, слушай, ну вообще близко. Так, давай по очереди их убивать. Ну и куда ты меня скинул? Дай пройти. Все. Плохо. Придется, наверное, что-то сожрать. Продуктов не осталось, это печально. Тут у меня что-то по мелочи. Да, вообще по мелочи. Мне хотя бы до дракона добраться, до этой, до верха ящерицы. Но идем мы туда очень долго. Когда на ящерицу я заберусь, у меня откроется телепорт. А где-то от другого-то зубы там. Ничего нету. Ладно, хоть кувалду подберу. А зачем он туда прыгнул? Посмотреть. Гора смерти. Уровень 9. Я думаю, что здесь не зря пушка. Куда она крутится? Вон туда она его закинет, да? Да, попробуем. Так. Он улетел, но обещал вернуться. Все. И чё? Дальше-то куда? Бежали мы, значит, по аккуратненькой дорожке, а потом вжух и конец. Что делать? Так, Рыхлый, давай, жди меня тут. Может, как-то из ящиков что-то выстроить, проход ему? Да вряд ли. С пушки... Ну, а куда я его из пушки запущу-то тоже? Он же постоянно будет возвращаться, правильно? Эти святилища. А, ну я его отметил. Где вообще ящерица? Кроме как ящиком подняться, я вот дороги другой не вижу вообще. Давай, Рыхлый, жди меня тут.
Тут еще довольно-таки темно. Плохо видно. Стоит пушка, которая у нас стреляет просто в воздух. Ты можешь использовать милость мифа. Хорошо. Это единственные, кстати, хилы, которые у меня остались. Там что-то еще можно съесть. Ах, она мне. Эй, тихо, тихо, тихо. Ну соберись ты. Давай-ка сюда. Вот прям вот сюда. Я же не думаю, то, что мне скажут, типа, меняй ландшафт, правильно? Ты куда полез? Так. Это пушка. Она стреляет только вот сюда. Нет, она вообще в воздух стреляет. Но мне типа рыхлого надо до верха дотащить. Странно, ну ладно, пойдем наверх. Пока непоняточки какие-то. А-та-тас. Еле забрался. Я понимаю фишку со стелсом. Я понимаю то, что мы бежали по дороге. Но потом дорога закончилась. И все. И куда дальше? Мне одному наверх? Или мне с толстым надо туда забираться? Что от меня хотят? Я не знаю. Подожди. Ну да. Давай попробуем залезть, насколько стамина позволит. Но я, по-моему, делаю что-то неверно. Одежду мне не переодеть. А если бы у меня вообще вот стамина была не прокачана? Вот вообще. Эй, погоди, ты куда? Все, он меня далеко от себя не отпускает. Ты что, сдаешься? Уже не хочешь попасть в Рудание? Нет, я не сдаюсь. А почему мы тут оказались? Ты серьезно? И мы заново попремся? Ах ты, падла. Нет, я заново не побегу. Это бред какой-то вообще. Мы на прошлом-то стриме черные сколько тут сюда хотя бы добирались. Он со мной не прыгнет, да? Ну-ка. Ох, страшно-то как. Конечно, страшно. Делать-то чего? Я не знаю. Здорово, Серега. Спасибо. Не знаю, давай пушкой крутить. Ну, вот просто вот как-то так. Что, вот она вот запускает в воздух вообще. Прицелься получше. Куда, блядь? Вот куда мне прицелиться, вы скажите хоть. В центр, с края, сбоку. Дичь какая.
Есть рыхлый, есть пушка и конец дороги. Может, мне им надо долбить какую-то стену, я не знаю. Ну а вдруг? Хорошо, прицелься. Пошел ты нахуй, толстый. Причем направление пушки я менять не умею. Ну, как бы это не могу. Хоть бы цель видеть. Когда вертолеты летают, ты хотя бы видишь, куда они летают. Хорошо, прицелься. Во что мне прицелиться? Ты можешь использовать милость мифа. Отлично. Рыхлый со мной не полетит, да? Здесь камни и 3. Камень и 3 сундука. Зачем? Situation. На-на-на-на. Не из этих ящиков что-то выстроить надо. Бля, я реально не догоняю, что они от меня хотят. Тут такая гора, то что ее, в принципе, она монолит, короче. Ее не разбить. Не очевидно как-то прорисован. Ну, в смысле, ничего не сделаешь. Короче, я вот о чем. Пушка тоже далеко не поворачивается. Рыхлого в воздух запускать, ну а смысл? Домой его отправить? Далеко от него отходишь? Бежишь заново вообще все. Просто воздух. Хорошо, прицелься. Куда? Куда, блядь, прицелиться-то, а? Гора смерти. 9 уровень. Я готов. Может быть металлические? Да нет. Тут очень высоко. Лысый. Рыхлый не прыгает. Рыхлый не летает. Рыхлый просто носится с тобой, как мудила. И все. Сука жирная. Что надо тебе? Нужно быть осторожным. Спасибо, Кэп. Я готов. Делать-то че? Поворачивая пушку, у меня еще и пуха к тому же ломается. Получаю лед. Причем он приземлился по полету вот вообще куда-то. Куда-то вот так вот он херачит куда-то. Че надо? Привет, Лен. Куда дальше? Я вот не понимаю. Лен, может ты в курсе? Дорога просто закончилась и все. Есть пушка, есть рыхлый. Куда его зашвыривать-то надо? Лезешь на гору.
Он говорит, ты меня кинул, да побежали заново. Это дичь какая-то. Куда-то им стрелять, он летит просто в воздух. Жаль, что не помнишь. Я вот ее даже не вижу просто. Вот вообще не очевидная какая-то дичь. Лезешь на скалу, рыхлый горит, ты меня бросил. Как ты его швыряешь просто куда-то в бездну? Я не знаю, может быть нам стоит вернуться вообще? Ну вот а вдруг? Я типа добрался до тупика и все. Я может быть что-то пропустил? Тут 3 вертолетика летало. Я их просто завалил элементарно с помощью металлических ящиков. Эти мы так пробежали. Камни зачем-то стоят вдоль дороги. Рыхло не помогает их таскать. Будем ломать ландшафты. Не то. Взрывайся. Давай попробуем его как взрывчатку заложить, но это бред вообще. Ща, мы рыхло, иди со мной. Иди сюда. Угу. Стазис. Сковать. Ну а вдруг? Может быть надо, блин, лавину заткнуть. Чушь, конечно, но нет. Не работает это, да? Причем даже вниз не спуститься. Рыхло от себя, я так полагаю, что отпускает, но на расстоянии примерно, ну вот, чуть выше от этой скалы. Где у нас поток? Еще ящики есть. Я бы понял, если можно было бы расколоть вот эту вот, допустим, скалу. Сломать ее напополам. Она как-то, может быть, дорогу сделает. Кстати, вот еще какая-то скала есть. А нет, это не так. Это на перспективу обозрения получается. Рыхлый говорит, целься лучше. А куда? Во что? Вот никаких целей нету. Давай экспериментно, просто экспериментально полетим. Просто тупо прямо. Где рыхлый? Ну, он где-то там. Возле пушки. Позовем его. Он меня не слышит. Чалька. Тут вообще все тупиковое. Это, ну это как бы... Ну типа не текстуры. Ну как, ты можешь по ним шастать, но все, дорога закончилась. Кстати, я ящерку уже давно не видел. По идее, она должна в этот момент между нами мельтешить вообще. Я так высоко улетел, точнее низко упал.
Стопудово, просто я вот каких-то очевидных вещей не замечаю. Надо, знаешь, как носки, короче говоря, потерял. Ходишь их ищешь весь день. Бля, у меня сейчас стамина кончится. Твою мать. Окей. До свидульки. Так, рыхлый там. Не, нахрен, я туда даже забираться сейчас буду долго. В принципе, неважно. Какое сохранение? Почему она дальше не поворачивается? Вот еще немножко правее. Типа лупишь его по скале, как бы все окей, он летит, он ломает скалу, там вы проходите дальше по серпантину чуть-чуть выше. Это я понимаю, но что за хрень вообще? Рыхлый, что делать? Главная пушка-то тут явно неспроста. Ну, наверное. Дичь какая-то вообще. Подожди! Пошел. Не знаю, у меня кроме как вернуться назад других идей нет. Может, я развилку какую пропустил. Швыряться камнями в поток лавы такое себе вообще. Просто нахрена меня сюда тащили тогда? Вот на самый верх. Чтобы дорогу оборвать. Вы серьезно? Надо как-нибудь навредить товарищам этим летающим. Блин, они... Ящик долго переть. Другого ничего нет. Но он сейчас спалится. Вот серьезно. Он меня не слышит. Он сейчас спалится, если даже побежит ко мне, и потом вообще там Вьетнам начнется. Прямо в наглую в эту ящерицу залезть, я не знаю. Я очень сомневаюсь, что меня просто хотя бы чуть-чуть туда подпустят. Но я попробую. Да, слишком горячо. Блин, просто плавится возле нее. Даже с костюмом.
Давай попробуем максимально вправо ее развернуть. Она уже была развернута. Надо еще раз. Нет, в другую сторону она крутится. Ну и все. И он улетел просто в никуда. Прицелься получше. Во что? Я готов. Оп. Три ящика, которые есть, нужны для чего-то. Или просто это так. Может, куда-то еще пониже надо спуститься. Камнем заткнуть поток воздуха? Нет. Это так не работает. Типа поток заткнул, рвануло и пол горы отлетело. Нет. Если смотреть на перспективу, все. Гора. Там вообще пропасть. Задание чисто загнать ящерицу из пушек в кратер. А ничего то, что она сзади торчит? Стой. Может быть, я ее просто не подогнал туда? Ну вот прям к нужному моменту. Может, она тут должна оказаться? Сейчас этих товарищей завалю, чтобы просто можно было свободно тут ходить. Ящерица там недалеко. Может быть, как вариант, надо по ней из пушки долбануть. Я пока ящик тут оставлю. А ничего то что? Подожди, а может назад? Еще дальше назад.
Типа ты шмалишь из пушки. И ящерка двигается по горе. Придется с собой еще ящик таскать. Помимо рыхлого, еще ящик впереди переть, чтобы спокойно мочить эти вертолеты. Ящик у меня забрали. Спасибо. Вернемся. Поразительно иногда предметы исчезают просто на ровном месте. За секунду. Только отвернешься, то тебя меч какой-нибудь скрысят, то еще что-нибудь. Ящики пропадают. Варье, да и только. Твою мать. Ну и все, он уплыл. Ладно, пошли так. Ну вот реально. Какая-то жопа. Проверить надо, но рыхло от себя далеко не отпускает. Проверить надо эту фишку. Может быть, ящерицу надо загнать. То есть вот эта пушка. Ее отправить еще чуть дальше. Но сначала я пропустил, может быть, пропустил другую пушку, которая у нас, я не знаю пока где. Ты со мной? Козлина, где он потерялся-то? Блять, еще жирный застревает, заебал. Давай бегом. И стоит. Ой, а причем мы-то так убого этот момент проходили. Ну, застанем его сейчас. Пошли, рыхло. Успел? Молодец. Подождем. Ну. Оп. Пузо жирное, блин. Ой-ой-ой! Да пошел ты. Бля, и без него мне тоже. Его же надо в пушку заряжать. Иди сюда. Ладно, проскочили, я если что загружусь с того момента. Но это вот ближайшее место, где я могу увидеть вот эту ящерицу. Давай попробуем. Да. Что и требовалось доказать. Ящерицу надо пердолить прямо с помощью пушек до самого конца. Если дерьмо начинается. Давай, залезай. Да, да. Она сейчас чуть дальше проползет. Вторая и третья пушка. Еще две пухи надо ее.
Ладно, сейчас допрем ее. Получилось. Если так пойдет дальше, мы загоним Руданию в кратер. Хорошо. У меня еды не осталось. Вообще надо было, конечно, надо было запастись. Но у меня так по мелочи какие-то яблочки-то. Давай сожрем, что есть, короче говоря. Вот так. Надо в ящерку забрать, а там уже я телепортами хотя бы до какого-нибудь этого доберусь. Казана. Там уже попроще будет. Все-таки еще же внутри ящерицы надо что-то мутить. Плюс еще убивать босса. Так, до куда он летит? Все, я увидел. Рыхлый, за мной. Раскочили. Нормально. Эту штуку, она металлическая, да? Да. Ее можно вот так поднять. Ну и типа спрятаться. Можно застанить, можно просто спрятаться под ней. Не суть. Ну а там, в принципе, у нас уже все убиты. Там только спуки толстого зарядить и все. Чё же я этот момент-то пропустил просто? Потому что вот мы вроде же по-любому эту ящерицу перли уже куда-то. Ну, в смысле, до этого же мы стреляли по ней, по-моему. Я, наверное, запарился просто насчет этих вертолетов и пропустил этот момент, забыл. Чем мы в основном-то занимаемся? Ура! Еще одно попадание. А на мне ни единой царапинки. Все благодаря оплоту Дарука. Мой предок был великий Гарон. Давай продолжать. Скоро мы загоним чудища в кратер. Ну, там одна пушка осталась. Не, ну возможно там какая-нибудь скала под ней рухнет, и мы дальше пойдем потихонечку, потому что высота-то еще приличная как-то. По-моему, ящерка-то особо не торопится перемещаться далеко. Она по чуть-чуть так подползает. Да, ну такое задание что сделать. Ящерицу надо пердолить, и этот какого, и рыхлого тоже заодно. Скорее всего, внутри ящерицы будет чуть-чуть попроще. Но я не знаю. Будем надеяться. Потому что добираться до нее еще то удовольствие уже. Все. Давай, рыхлый, где-то. Заправляйся. Оп. Чпок. Теперь, по идее, рыхлый должен остаться где-то снаружи, а я должен туда, в нее залезать. Сейчас за провизией пойду.
Погнали, чудище! Ура! Терминатор! Это наш шанс! Скорее, прыгай! Линк отчаянный балбес, конечно. В коре, говорит, прыгай. Он арканул. Вообще похер ветер. Просто. Вообще похую. Телепорт тут активировать. И потом идти за едой. Продуктов вполне хватит. Точка перемещения добавлена на карту. Хорошо. Вот. Дружище, как я рад тебя видеть. Знаешь, я всегда верил, что ты придешь, Линк. Хочешь отобрать Руданию у Ганана, ведь так? Угу. Тогда для начала раздобудь карту чудища. С ней попроще будет. Да, тут тоже непросто будет сначала добраться до этого босса, а Карту потом... ты получишь вот на этом терминале. Угу. Вперед, дружище. Кстати, я даже не понял, где он находится. Когда находишься в птице, ты видишь этот терминал, не вопрос. Но здесь что-то я даже не знаю, куда там будет идти. Ну ладно, разберемся. Где же у нас деревня? Кто? Да, вот сюда. Угу. Я попробую на этом возле феи. Возле феи попробуем найти светлячков, которые тебя респаунят. Ну, в смысле, полностью отхиливают. Далее. Годятся. Потом к казану надо будет подойти. Приготовить побольше еды. Неизвестно, сколько я буду сейчас еще ходить по этой ящерице. Плюс еще надо будет биться с боссом. Да, тут как воздуху. Необходимо просто. Так, светлячки, что у нас? Да, вот, один есть. Чтобы на всякий случай не спугнуть нужных мне светлячков, одеваем шмотки скрытности и тихонечко на мягких лапках собираем этих ребят. Эх, высоко улетел. Не достать. Не знаю, может быть это землица. Да. Это не совсем светлячки, это скорее феи какие-то. Безграничным волшебством. Приземлиться ты не хочешь? Ну, давай. Оп, все, собрал. То есть плюс 4 раза меня могут убить полностью. Там посмотрим. Так, давай. Можно переодеться уже, в принципе. Не знаю, какая температура и в ящерице в самой внутри. Ну, чтобы не предъявили по градусам, будем заранее действовать. После босса надо будет, кстати, к бабке подойти. Она наверняка что-нибудь интересное расскажет. Может, выдаст что-нибудь. Одежонку какую. Так,
на газ. Посмотрим, что у нас по стрелам. А вдруг? Все беру. Хорошо. Все беру. Чё? Блин. Стрела, да. Сколько нужно? Все беру. 2 по 10. Ну, хоть что-то. Я, наверное, пожалуй, еще после приготовления вообще все магазины обойду. Вдруг там хоть что-то появилось. Хоть какие-то стрелы. Не то. Давай готовить. Долго и упорно. Продуктов не осталось совсем. Мясо. Еще давай что-нибудь добавим. Крутковика. Готовим. Ну, тоже неплохо. Давай какой-нибудь вот так. С рыбой. Допустим. Плюс 10. 12 сердец можно только вот с помощью морковки и рыбы. Это круто. Давай так. Плохо. Гриб, второй гриб. Что еще? Третий гриб. У меня там полтос бананов вообще валяется. Можно на одних бананах, я не знаю, наверное, жить там неделю просто. Ой, не то. Ой, не то. Давай. Гриб, еще 2 гриба, допустим. Еще гриб. И последнее мне залезает в охапочку кусок мяса. Это должно быть какой-то ядерный микс. Ну, такое. Идиот. Говорится, все полезно, то что в рот полезно. Кокосы и бананы. Я не знаю. Ну, явно с этого бурды не получится. Это все равно будет хилищий продукт. Да. Нормально. Нормально. Вот. Но я, если честно, вот я бы с этой кашей проблевался. Ладно. Лишку немного хватил. Ну, бананы давай. Теперь банановый. Причем надо миксовать. Грозалис. Пускай будет. Надо миксовать разные фрукты, там овощи, неважно. Что с чем. Потому что если ты возьмешь, допустим, 2 гриба одинаковых, то это тебе особо чести не добавит. Вот так и давай кокос. Все вместе. Пойдет. О, чем больше ингредиентов, тем больше у тебя сердец добавит эта еда. А хп у меня уже много, так что будем миксовать какие-нибудь лютые дикие миксы. Жалко, мяса маловато. Я бы пострелял, конечно, на каких-нибудь животных. Это бы помогло. Давай вот так. Редиски всякие и так далее. Вот, турнепсы всякие. Всякого рода коренья добавляет неплохо за хп. Так. Что еще? Давай так. Так, так и так. Пойдет. Это будет быстро улетать для полного восстановления здоровья. Нормально. Там
мне крабов еще, бананов всяких. Там на одних бананах можно, там, я не знаю, миллион продуктов приготовить. Собирать собираешь, а по отдельности жрать-то смысла их нету. Ну, вот так вот казану один раз подошел, приготовил, максимально набил себе карманы едой. И пойдет. Надолго хватает. Но каждого ингредиента желательно оставить по одной штуке, потому что если тебе дадут какой-нибудь квест на поиск только конкретно этого предмета, ты его можешь сфоткать и так далее. И потом найти. Так, эту мы одну оставляем. Яблоко, гриб, малина. Давай одну рыбу. Пойдет. Это бабочки вообще, зачем мне их собирал? Тут никогда не знаешь, что тебе пригодится. Два гриба можно заюзать, вот этот и еще один. Да, что-нибудь с крабов забацаем. Грибы с крабами будут. Разносортные грибы возьмем вот так. Так. Малину туда же. Ну, и. Блин, нет, так рыбы много. Разновидных. Пойдет. Так, этот один. Давай, кокос, банан, арбуз, малина и яблоко. Прям вообще варенье. Варенье прям. Фрук микс XL. Согласен. Дикое сочетание. Ну, в смысле, прикольно. А и не то. Подъел случайно. Че, перец, яблоко, так и вот так. Уж пойдет. Видимо, если там больше 3 фруктов в составе, то у тебя в любом случае получится фрукт микс. Скорее всего, так. Но это не точно. Пам. Ну, давай так же. Будем на фруктах сидеть. Вегетарианцем станем, как Стив Джобс. Просто если даже мешать бананы с яблоками, добавляю любой другой ингредиент. Вот перец, вот так, допустим. И вот так. Можно уже очень много всего приготовить. Потом это очень долго кушать. Что еще возьмем? Давай арбуз, малина, грибы. Все пойдет. Это в лицо каждая травинка, витаминка. Ну, бананов я тогда помню при миссии какой-то прилично набрал.
Ими можно просто обсыпаться. Пасться в них. Ой. Отмена. Переместилась. Случайно нажал. Ой, да похер, ладно, один ингредиент, ничего страшного, если я потеряю. Кто-то, если что, останется без квеста этого. Мед, бананы, что там, чудо-трюфель. О, тут столько делов можно наделать вообще. По идее, вообще ограничений у меня никаких. Плюс 12, 11 сердец чисто. Трюфель, банан, мед. Давай-ка перчика добавим. С огоньком будет у нас продукты. Елена, выключили свет. Бывает, бывает. У нас тут в последнее время дожди идут. Тоже иногда свет, не выключает, но моргает. Потому что грозы, всякая эта фигня. Посадки напряжения идут. Бывает, молния саданет просто куда-нибудь в подстанцию, и все. Комбинат встает. Что уж тут говорить про квартиру. Главное, чтобы не сгорело ничего. У меня таким макаром однажды микроволновка спалилась. Причем не когда свет отключили, а когда его давать начали. Там резкий скачок напряжения. Гром. Боишься грома? Резкий скачок напряжения, у меня сгорела микроволновка. Перегорел предохранитель, хорошо, что была на гарантии. Сам лезть не стал, предохранители ставить. Поэтому пошел, сдал, починил. Такие дела. Так что гроза — это довольно-таки опасная штука. Люди в деревнях вообще беда, да, наверное? У них там у некоторых даже громотводов элементарных нет. А этот кулинарик. Что еще? Запихать. Давай. Бери. Там. Что, инвентарь какой-то бездонный. Я уже, наверное, минут 10 готовлю просто. Чё ж не подготовить? Подрелаксирующую музычку-то, да? Правда, я когда готовлю, если что-нибудь пожестче включаю. Ладно, пойдет. Микс поменьше. Яблоко, банан, мед, перец. Ой, блин. Чайный гриб один использовал. Ну ладно. По одному ингредиенту надо оставлять. На случай, если кто-то попросит что-то готовить. Ладно, обойдутся. Потом по всей карте не бегать, не искать. Все. Вот и все. Вот я и набил полные чемоданы еды. Теперь портуемся в ящерку. Будем проходить ее изнутри. На босса еды хватит.
Стрел? А, подожди, блин, я же хотел еще стрелы посмотреть по магазинам. Вдруг что-то появилось где-то. Вот сейчас в одном магазине обычные стрелы появились. Так, у нас получается вот здесь. Вторая деревня, где можно стрелы купить. Ну, не считая торговцев, я уже там не буду по сусекам скрести, серьезно. Там можно по торговцам, по мужикам пройтись, как бы, которые у нас возле конюшен ходят. У них еще обычные стрелы продаются у всех. Я у них, кстати, по-моему, ни разу стрелы не покупал. Так что у них еще, если уж на крайняк, можно собрать, ну там прям остатки. Вот я не знаю, у них будет магазин обновляться или нет. Взрывные стрелы у мужика появились. Опа, Степа. Здорово, мэн. Конечно, я все беру. Кто-то. Привет, кто-то. Все. Есть тогда резон еще и к птицам сгонять. Возможно, я там тоже давненько не был. И к птицам сгонять. И в пустыню. Если здесь появились стрелы, значит еще где-то был. Боссов явно приятнее со стрел валить. Ну просто потому что, блин, не подходить не надо элементарно. Хлоп и все. Тем более взрывные стрелы сносят вообще хорошо. Буквально на любого моба, любого врага там. Да на босса, я не знаю. Стрел 20 максимально надо вхерачить и все, и он покойник просто. О, птички. Прикольная локация. Тебе очень нравится Зельда? Мне тоже нравится Зельда. Единственное, что иногда тут непонятно, что от тебя хотят. Я сейчас минут 20, наверное, просто стоял, или 30. Но потом до тебя, когда доходит, ты такой приятно удивлен. Спасибо, ребята. Нет, Зельда прикольная игра. Вот, и тут появились стрелы. Зельда игра прикольная тем, то, что своими загадками. Ну, плюс еще, знаешь, неторопливый исследовательский геймплей, прям релаксишь. Это типа не Bloodborne, знаешь, там Dark Souls, там где тебе просто от перенапряга там страдаешь. Тут все размеренно, спокойно. Релакс, короче. Да. Походить, поисследовать. Ну, бывают, конечно, места, то, что бесит. Ну а что уж теперь сделаешь? Самые жуткие для меня пока загадки — это вот лабиринты, которые попадались. 2 штуки. Будет 3, я знаю. Будет 3 лабиринт. Вот это, по-моему, самое такое. Самое бесполезно, плохо сделанное задание в этой игре. Ну, вот именно загадки. Святилище. Иногда, как бы, ну, просто бегать, что-то исследовать, немножко устаешь. Но вот святилище, то, что они разнообразны своими загадками, они подогревают интерес. А мы и лук утащим хотя бы. Тоже нет, да? Да. Я думал, то, что здесь еще можно стрелы покупать. Кстати, мужик, который говорит: сюда приходи, я тебе лук со стрелами, лук сделаю. Я сюда прихожу уже 4-й раз. Ни мужика, никого. Так. По-моему, это последний магаз, где можно поискать стрелы. И все, и пойдем ящерку захватывать. Это будет последний босс из 4. 1 человек на стрим. Вчера вот 8 человек было. Вчера было прикольно. Черепашек вчера прошел за 3 часа. Новых.
Прям тоже отдохнул, кайфанул, игра крутая. Любители Зельды, кстати, тоже найдутся, по-моему, всегда. Печально, что в этот город, я вроде всему городу помог, но в этот город все равно не пускают без женской одежды. Это печаль. Так, а у нее тоже обновился магазин. Не полностью, но все-таки есть. И пучка. Да. И взрывные стрелы появились. Я полагаю, предполагаю, по крайней мере, то, что ты открываешь босса. Ну, вот у тебя 4 босса по всей карте разбросаны. От одного до другого босса у тебя стрелы респавниться не будут. Но как только ты открываешь нового босса, у тебя магазины обновляются. Возможно же такое? То есть фактически у тебя магазины 4 раза обновляются за игру. Вот я полагаю, что так. Ну а вдруг? Вот насчет торговцев я не уверен. Айс горю сейчас. Давай, бам, бам, бам. Что у нас, кстати, по стрелам в целом всего получилось? Так, 132 взрывных стрелы. Обычные, ну ладно, я не беру. Морозные стрелы, ледяные, которые, кстати, возможно, на босса зайдут. Нет, они обновляются от количества стрел. То есть, когда у тебя заканчиваются стрелы, обновляется магазин, и ты можешь купить. Тупо стрел мало, пошел купил. Поэтому это так работает. Так, давай, наверное, мелочь всякую я буду обычным, ну, легким луком расстреливать. А чё, свет выключи. Хоррор прям. Так, все. Давай. Именно так, да? Я вообще думал, ну, где-то с середины игры, то, что ты в магазин заходишь, и там всегда можно купить стрел. Денег насобирал там туда-сюда. Потом Елена подсказывала, то, что нет. Типа стрелы лимитированы. Больше положенного не возьмешь. Нужен факел. Вот мне его и дали. Раз у меня одна ячеечка свободная. Тут всегда, в принципе, дают те предметы, рядышком они будут находиться, которые тебе пригодятся. Вообще, по-моему, можно в этом плане тут немножко схитрить, просто немножко яркости для экрана добавить. Ну, зачем, да? Ну, по-честному делать, когда ни хрена не видно. Так, да, надо шарик какой-то запустить. Это металлическая штука. Очень на то похоже, но у меня сейчас факел потухнет. Да, это металл. Как работает? Угу. Это как ставни, его не выдернуть. Может быть, сжечь ее можно? А вдруг? Я хотя бы попробую.
Ну, вот так. Горит. Шикарно. Угу. Я понял. Не то. Так, это ладно, это попозже, да, наверное? Мгм. Зажигаем. И видно ничего. Ну, сложность просто этой загадки. Сложность этой загадки просто то, что ты сначала рыхлого сюда на гору барабанишь. И мешается. А потом тут просто тебе свет вырубили. Это будет, ну, я надеюсь, что будет попроще. Либо эти ворота дергать, либо туда идти. Они мне как-то показали, где у меня может находиться карта. Угу. Здрасте. Чем-то попроще бы, да, его? Вот это у меня. И все. Нового удара. Ощущение, как будто я себе не здоровье качал, а силу. Так. Ой, не вижу ничего. Ой, не видно. Можно вот этот подстрелить, товарища. Все вот в этой скверне тут, а. Ты смотри-ка. Так. Вот так. По идее, вот здесь где-то должна быть глаз. Вот он. И еще второй я увидел. Вот он-то. Дружище. Оп. Как по мне, Зельда очень ламповая. А в принципе, вот так вот, если задуматься, игры от Nintendo, они все в принципе ламповые. Которые сейчас выходят на тот же самый Switch там и так далее, они все ламповые. Потому что игры Nintendo, они про атмосферу, они про механику. Они, не знаешь, там не на гринд какой-нибудь, не на построение рекламы. Хочешь просто поприкалываться, знаешь, хорошо провести интересное время, поиграй во что-нибудь от Nintendo. Даже вот прям из новенького. К примеру, Luigi Mansion, если кто знает, такое есть. У меня японцы умеют японцы игры делать. Согласен. Но не все. Не все прям у Nintendo игры шедевральные. Но есть линейки определенных игр, которые вот они поймали вот свою фишку на крючок и прям держат. Типа вот Марио, Зельда, Smash Bros, да, насколько я понимаю. Я не играл. Ну, в принципе, потому что холодновато к файтингам отношусь. Вот. Но Smash Bros там тоже свои рекорды бьет. Я не удивлен, то, что вообще, в принципе, сама по себе Nintendo Switch как консоль продалась миллионным тиражом. Не потому, что она портативная, а потому что куча фанатов. Просто ее портативность, это, знаешь, такой небольшой бонус. Так. Ну, начало я вроде почистил. Угу. Весь круг. Что-то вот там какой-то типа рычажка какого-то. Вот я где-то видел.
Недавно Марио 64 на Nintendo портировали. Но я вот этот, как вам. После Зельды я буду проходить Metroid Dread, наверное. А потом хочу пройти Luigi Mansion 3. Я проходил уже первую часть. Вот, и потом хочу третью часть. Metroid Dread они достойно сделали, я считаю. Прям отлично играется, просто шикарно. Плюс еще какая дань, то же самое на Супер Нинтендо Метроиду. Все классно, все работает. Я запутался. Так, зайти сюда. Вот он. Надеюсь, сейчас свет включат. Камень шейка принят. Запуск передачи данных. Окей. Хотя вот так вот разобраться, Зельда не совсем даже детская игра. Nintendo, они как бы делают игры для детей, как бы, по сути. Не имеют, по крайней мере, вот лично по мне, не имеют некоторую такую сложность, которую ребенку просто не получится пройти. Так, управление чудищем разблокировано. Хорошо. Свет-то дадут. Отлично. Ты получил карту чудища. Хорошенько. Ее Изучи ее, контрольные модули, я понял. Ты должен Пропускаем. обозначить. Удачи, друг. К примеру, просто вот если взять, да, я проходил, допустим, вот чисто на канале, если взять моменты, я проходил Марио, Супер Марио Брос, Nintendo Wii, по-моему, так оно называется. Сначала у тебя первые там, ну, 5-6 уровней, они несложные. Ну, хорошо, грубо говоря, 10 уровней. Но потом сложность так взлетает просто. И вот ребенку, вот, не знаю, по-моему, я просто давал дочери своей поломать. Она не может пройти. Это тяжело. У нее типа скилла не хватает, типа того, короче. Луиджи Мэншн, вот, к примеру, она вот как-то плюс-минус линейно-линейно, первая часть, которая на Wii Nintendo выходила. Но под конец, вот прям буквально последние часа два, наверное, там вот резко бах, сложность взлетает. Зельда, к примеру, она вот как-то более линейно идет, потому что мир открытый. Потому что, ну, как бы разработчики не знали, в какой момент, куда ты попадешь. Поэтому все сделали плюс-минус ровненько. То есть какие-то сложнее, какие-то полегче, но тем не менее, как бы постоянно у тебя сложность вот так вот имеет волнообразные скачки. Вот. Ну, к примеру, если взять Марио, тот же самый, который линейный. Марио Galaxy вот недавно я проходил поначалу, вроде как это, тоже все простенько, туда-сюда, там ты такой, вау, сидишь, прикалываешься, там тебя крутят в разных проекциях, там, плоскостях и так далее, все забавно, и потом резко бах, сложность залетает, и ты такой, чё? Господи, за что? И начинаешь страдать просто. Тебя Nintendo начинает опрокидывать как следует. Ну, в этом, конечно, может быть и есть прикол. Может быть, они таким макаром делают реиграбельность. Типа, не можешь пройти? Вот сиди и дрочи, пока не пройдешь. Твои проблемы. А вдруг? Так, ладно, свет мне дали. Температура-то, кстати, у меня нормальная тут. У нас получается ящерка-то прохладненькая внутри. Давай максимально хорошие доспехи одеваем. И выходим решать ребусы. Ребусы. Ага. Я вот тут нахожусь. Наклон.
Это все? Максимально, да, как я ее могу повернуть? А вправо вот никак? Очень печально. Ну, давай покрутим ее так. Я в самом низу. Спасибо, Кэп. Давай еще смотреть. Я нахожусь вот тут. Ой, жесть какая. Я ее могу вернуть только обратно. В смысле, она либо горизонтально, либо вертикально встает, и все. А я только назад могу вернуть, и все. Пол же потолком не станет, правильно? Так. Угу. Все проще куда. Мы сейчас на параплане долетим вот сюда. Надеюсь, у нас ушастый долетит просто. Вот я чё. Чуть-чуть. Возвращаем. Видимо, мало того, что я на стене стою. Надо искать угол. Угол, как бы он долетел. Возможно, я долететь смогу еще и с этой перекладины, но не факт. Пробуем. Ну да, два положения. Вот все, и все, и все, я приземлился. Ништяк. Еще 4. Еще 4 контрольных модуля. Угу. Где находится? Так. И где-то тут. Эта штука металлическая. Сюда должен как вроде шарик прийти. Ну-ка попробуем. Это кубик. Ну. Отпускаем вниз падает. Интересно. Надо проекцию поменять, тогда он откроет этот ящик. Давай, наверное, да, разобьем вот это, то, что видно. Не знаю, дотянется, нет? Мимо. Стекло, что ли? Да, ладно, стекло. Реально, стекла в Зельде были. Вот. Ой, мне стекло. Ящик, да? Нет, слушай. Лезь его на гребень, как-то по борту надо забирать. Что случилось? Воздух раскален. Выходить нельзя с нее, потому что она повернута по-другому, да? По идее, сейчас не должен быть он раскален. Нет, все равно я говорю. Жаль.
Так. Когда он бежит по прямой, вроде он должен что-то увидеть. А, вот, точно. У нас же вот здесь металлические штуки. Давай, захват. Не работает? Все. Не вопрос. Вторая. Листья вижу, можно поджечь. Осталось 3 контроля. Хорошо, хорошо, не ори. Листья поджигают тебя для чего? Во что-то упало. Молодой человек. Древняя шашка. Да нужна она 100 лет. Тоже. Я целую вот стрелу потратил, это уже печально. Стрела дефицит. Ага, горим. Горим. А почему горим, кстати? Может, на мне что-то деревянное? Это металл. Лук металлический, да? Наверняка. Процесс горения вроде приостановлен. Будем надеяться. Так, ну и явно меч какой-то. А, это факел. Просто вот чтобы это... Лишний раз не полыхнуть, мне не помешает. Так. Само по себе. Загадка как-то странно вся работает. Я не понимаю принцип. Что-то у нас тут в хвосте. Да, причем это не металл. Надо, короче, шариком определиться, где-то его взять. Попробуем. Наклона тут только 2. Других не выдают. А посмотрим. Причем на улице вообще не вариант выходить. Печально. Надо сюда как-то шарик прикатить какой-то. Но только где его взять? Причем надо удерживать его в руках. Угу. Огонь поливает во все. Вот когда ты выдергиваешь этот кубик, что срабатывает? А зачем он тогда вообще? Ящерку крутишь, кубик падает на пол. Ну, туда. Зачем?
Еще вот это какая-то штука. Это не металл. Кроме подвижного кубика я что-то как-то вообще не вижу никаких вариантов. Допустим. Тихо. Держись. Блин, ну это же тоже для чего-то. Он горит прям. Ничего. А вот я кроме кубика вообще сделать ничего. Не выдергивается, он туда-сюда катается по направляющим. Вообще никак. Зафиксировать его явно не вариант. Хотя, давай попробуем. Так, и сразу же крутим ящерицу. Допустим. Что мне это даст? И ничего не изменилось. Может быть, из этой комнаты что-то можно? Да, нет, тут не на потолке ничего нету. Если я ее поверну, то что? Да, в принципе, ничего и не изменится. Вообще не понимаю, что от меня хотят. Как же я там-то оказался наверх, когда поднимался? Где-то тут. Ты горишь. Горишь, горишь, горишь везде. Везде горишь. Зачем этот кубик? Вот как он открывает дверь? На что он влияет? Поверху что-то должно прокатиться, я не врубаюсь. Давай поменяем ящик, соберем, я не знаю. Окей, ну ты тут.
Наверху. Хороший лук дали. Ага. Тут никаких взаимодействий, кроме ящика и вот этих двух дверей, я вообще не вижу. Двинься. Так, это меня повернет, и что, я где окажусь-то? А, блин. Я вообще не тем, походу, займу. Как туда к лапе пробраться? Наверх как-то. И все. Ну и опять 25. Что-то не кубика. Ну вот я туда спускаюсь вниз, да, я поведу. Этой лапе как раз, где я должен оказаться. Это у нас что такое? Почему-то это вот единственный, кстати, круг, который как-то отличается. Может, долбануть по нему, я не знаю. Нет? Просто если бы кубик вот эти ворота вытягивал, я бы еще понял, но... Эти ворота открываются с помощью шара, который вообще без понятия, где находится. Ну ты что? Просто его чуть-чуть передвигаешь, и все, и он тебе больше ничего не дает, никакой погоды. Где-то вот здесь, под хвостом еще находится. Но ты просто сразу же гореть начинаешь. И жить тебе 2 понедельника. Да, давай сундук возьмем. Ну это какая-то херня, я вот не туда вообще бегу. Ну а вдруг? Что меняется? Ощущение, что я почти вот-вот. Это явно не так. Я не должен гореть. Хотя хрен его знает. Нет.
А, все, мне назад мне не добраться. Будем падать. Че меня сюда-то портанули? Серьезно? Я защищу тебя. Блин, а как отсюда выбраться-то теперь? По ящерице-то он не ползает. Спасибо. Хоть что там. Давай перекур. 3 минуты. Сейчас я подойду. Продолжим. Ворот открыть. О, подожди. Стрела. Стрелу зажигаем. Есть отверстие?
чтобы запалить этот огонь. Оп. Чё же я сразу-то этот факел не увидел? Эх, стрелу не успел подобрать. Но не беда. Это поджигаем. Падает кубик. Плохо. Дальше. Зачем этот кубик упал? Его надо куда-то дотащить. Не сюда же положить, не на вот это он не положится. Зачем он нужен? Так, давай попробуем то, что есть, перевернуть. Мгм. Этот куб он может пройти сквозь пламя. Точняк. Я вот только сейчас заметил, что у нас вот тут есть еще одна штука с управлением. Так, затыкаем пламя. Он может по кубу? Нет. Переворачиваем. Вот, все, я прошел. Наконец-то. Так. Третий. Еще два. Осталось всего 2. Ага. Я понимаю, что 2. Как-то на гребень надо попасть. И вот с этим кубиком решить что-то. Я полагаю, что с кубиком металлическим загадка решена. Всё-таки. Блин, ну не знаю, давай крутить. Будем гореть и ползти ему по хребту. Да, я бы сохранился, конечно. А вдруг не получится, да? Так, где я нахожусь-то хоть? Угу. Вот тут факел, вот тут шарик. Как мне его поднять? Ага. Подожди, блин, это все на время. Крутим. Почему он у нас... Так, сумка. Я, пожалуй, выпью зельда. Вот так сожру. И вот так сожру. И вот так даже сожру. Вот эти товарищи вообще в тему.
А почему огнестойкость не работает? Прям вот подстава. Чалька. Так. Шарик я нашел. Нашел шарик, но надо как-то его оттуда достать. Причем вообще быстро. И бежать с факелом. Подожди, а где мне его взять-то? Ближайший у нас вот тут. Беда какая-то, подожди. Нужно зажечь тот факел. Но мне сюда будет не добраться. Ладно, я попробую. Вот так, мы зажигаем. Причем время тоже ограничено. Подожди. Отсюда сюда я могу добежать? Получается, дважды надо повернуть ее, пока ты летишь с этой стрелой, но она ж потухла. Все, и она потухла. Может быть, там где-то есть факел? Ой, что эти товарищи бесят? Дай добраться вы, сволочи, а. Где-то вот на этой хребтине. Вот он. Допустим. Крутим. Не туда. Он не туда повернулся. Что происходит вообще? Ой, плоскости. Я вообще ничего не помогает, ты смотри. Постоянный урон просто.
Где эта штука находится? Наверху где-то, да? Ну, туда же можно добраться. Пошли вы. Фей просрал просто. А еды я сколько влил. Феи тоже, да? Того. Кончились? Нет, 4 штуки. Ну, хоть феи оставили мне, спасибо. Как-то надо зажечь шарик. Ну, факел, который откроет мне шарик. Но как это сделать-то? Я уже забыл даже, где он находится. Вот там что-то такое можно поджечь. Еще куб. Почему их 2? Один тут. Ну это тоже куб. Они просто все вот эту растительность вернули на ворота там, да, и так далее. Ой, беда бедовая. Я не спорю, что босс здесь может быть и простой, но ты попробуй дойди на него. Кстати. Не долетит. Отсюда. Мне полета не хватит. Да не, херня какая-то. Надо как-то добраться ему на хребет. Вот, допустим. Ну, а где быстрее время? Твою мать. Посмотреть бы, где он находится. Ага. Нужно... Я не долетел. Есть идея. Как бы до глаза добраться этого.
переворачиваем. Стой. Переворачиваем вот так. А! Блин, вообще другой ракурс. Быстрей. Холеного микса вашего сожрем. Где? Класс. Вот не рассмотреть же. Блин, я его откуда-то видел. Где он? Опять. Куда надо идти? Всех фей просрал, наверное. Вот он, наконец. Обычная стрела. Все. Крутим теперь. Вот, правда, наверное, не очень верно я покрутил. Как-то поворачивая эту штуку, в полете надо оказаться вот точно на этом хребте. Не сюда, да? А нет, вот сюда. Плохо, что у тебя время ограничено. Слово совсем. Блин, я как-то так долетал. Где она? Вот он. Крутим. Да, это он упал просто. Надо как-то зацепиться. Только зелье вообще никакой не помогает. Ты смотри, а. Ты смотри, что творят. Где это заканчивается? В другую сторону, да? Где? Вот оно. Стой! Блин, он опять свалился. Вот как удержаться на этой площадочке маленькой? Есть идея. Вот так. Допустим.
Да твою же мать, а! Забраться-то мне как туда? Ну ты подпрыгни-то чуть-чуть. Сволочь, а. По-моему, это как-то по-другому надо делать. Ну вот я не знаю. Столько урона в тебя вливает, то что, блин, ну не должен он так получать. Еще и эту дичь надо как-то зажечь тоже. Не работает. Потому что пламя не синее. Просто. Что-то крутится, что-то мутится. А этого почему мне не засчитали? Мне сюда не забраться. Это херня вообще, вот не так оно пашется. Где я вообще? Может, есть какие-то ракурсы, под которыми видно, куда стрелять из лука. Ну, допустим, давай вот сюда. Ну. Нет. Как шарик это сраный, блядь. Вот, стой. Очень издалека. Ну, вроде что-то видно. Блин, я просто не успею тогда добежать, вот в чем дело. Допустим, факел.
Факел же у нас правильно, не так, как стрела горит. Не 3 секунды. Наконец-то. Все, назад пошли. Где шарик? Вот он. Ну, допустим, мне откроют еще вот как на хребет-то попасть. Так, птичка в клетке. Последняя загадка. Осталось, я не знаю, что делать. Как вернуться, точнее, как попасть на хребет. Я уже все переел, наверное, у меня там уже их продуктов не осталось. Остался один Да, я понял. Ну все, это, в принципе, загадка-то это решена. Я уже там и глаз подбил, который закрывал мне обзор. Как попасть на эту хребтину? Только сбоку как. Полетом. Петрицой. Ну давай попробуем еще. Будем тренироваться. Если со второй дырки полететь. Так, вот одна. Где-то вторая была. Ну там. Надо прям на этом горбике его удержаться очень долго. Пока у меня не... Что-то... Пока у меня кончается здоровье. А что если крутить? Крутить его и лететь. Но я все равно тут же оказываюсь. Ровно в том же месте я оказываюсь. Где я вообще? Ну вот отлично меня портуют, просто замечательно. Может свалиться? Не, пускай дохнет. Блять, феи.
Хорошо, я хотя бы тут. Пусть... Там... С чем я окажусь тут? Фея все равно использовалась, да? Да. Вот как туда забраться-то? Как-то его в определенный момент где-то найти точку, и его надо крутить, вот поворачивать в определенный момент. Но вот только где? Где он у нас работает так, как нужно? Ну и дожить, соответственно. Он сейчас упадет. Плюс еще у тебя максимальный влив урона просто идет всегда. Безбожно просто. Это надо как-то по-другому решать. Дичь какая, а? В чем ближайшее место? Как туда попасть? Да вот здесь. Как бы и все. Вот тут эта штука находится. И если ты влетаешь вот на этот хребет, то тебе мешает крышка. А под козырек прям падаешь. Во время полета крутить не получается. И залезть там эта штука тоже мешает. Ну и что делать? А он даже не долетает никуда. Сука, да как туда попасть? Кроме как отсюда полететь, что-то вот вообще никаких вариантов я не вижу. Ты не успеваешь. Раньше надо делать или что? Блять, тебя назад верну. Не знаю, попробую сожрать сейчас что-то. Полететь во время полета. Поворачивать
Ящерица. Нет, нет, это не так работает. Ой, блять, а? Вот он, этот хребет заветный. Стой. Вдруг. Да неужели? Стой. Быстро, быстро что-то сожрать надо. Пойдет. 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 Все, наконец-то. Всеми верами, правдами и неправдами. Вот. Красоте. Можно запускать. И будь осторожен. Да. Урон-то я по-прежнему получаю. Где он? Вот он, модуль. Основной. Наверное, это не так решается. Но не должен он столько урона просто получать. Ну, как-то это все кустарно. Я не знаю. И мы сейчас будем с ним биться, пока я урон получаю? Может, меня портанут хотя бы куда-нибудь? От огня-то подальше. Твою мать, почему я урон получаю? Потому что у меня одежда была другая, у меня не упорная стояла одежда. Я забыл переключиться, вот почему урон. Лже-ганон огня, да понятно. Бля, вот это невнимательность банальная. Рождение Ганнона. 100 лет назад он от меня мокрого места не оставил, но ты справился. Я просто вот эти вот металлические шмотки не одел и все. Дружище, задай ему. Банальная невнимательность. Все, никакого урона. На тебе в глаз. Чувачок. Давай. Давай, атакуй скорее. Потихонечку сейчас его размотаем. Кстати, давай попробуем. Вот чисто для эксперимента стрелы поставить другие. Мы что-нибудь наедимся. Полезно. Пойдет, да, наверное? Вот такие стрелы. А вдруг больше урона? Да, нет, то же самое. Лук. Почему лук не сработал? Жизнь, дружище. Такое себе. Короче, ледяные стрелы не работают, без разницы, чем ты его лупишь. Просто надо модуль, да, включить? Берегись его огромного меча. А он пускай моего бережется. Ну, что взять-то такого? А, на полтос его.
как-то удачненько так встал, и он меня не может ударить. А нет, может, все нормально. Я из-за своей невнимательности столько фей просрал и всякие вот полезные штуки. Что просто беда. Портироваться я не могу. Чтоб фей собрать. Да, в принципе-то и не в них дело. Огромного меча! Я. Это что не выстрел, все как-то вот нормально ему прилетает. Стреляем, чё? Спрятаться решил, что ли? А сучка заныкался там и шмаляет потихоньку. Тарахану. Уворачивайся от огненных шаров. Это опасные штуки. Я съем что-нибудь, пожалуй, на всякий. Он гореть перестал? Нет? Где он вообще? Эй! Товарищ! Не пробить. И что делать? Наш ледяной? Ну, это вряд ли. Нет. Блин, неохота взрывные стрелы тратить. Блин, ну давай попробуем. Ох, ну и досталось тебе. Ну да. Конечно, досталось. Лишнего поел. Держись, дружище. Нагорело-то чего с ним? Блять. Кто меня сейчас урон? Не сдавайся, дружище. Взрывные стрелы сами по себе взрываются, потому что ты находишься сейчас в этом, в огне. Отлично. Держись, дружище. Не знаю, кроме как вот шарашить с лука по нему у меня вариантов никаких. Может, защиту пробью, я не знаю. Где он вообще? Эй! Лжеганон. Обычные атаки ему сейчас нипочем. Так, и делать-то чего? Как мне сделать необычную атаку? Если он все время наверху. Но вообще не туда.
Стази. Вдруг. Ну, сковать я его сковал. И что? Он просто взял, улетел и меня подорвал. Что делать-то с ним? Обычные атаки ни к чему. Ну, не приводят. Я понял. Но. Он же у нас не металлический, правильно? Ну вот не похож он на металл. Шарашит. Шарашит, будь здоров. Стой. Где-то тут ветер дул. Да нет. Это все не то. Долбануть по этому шарику, пока он в тебя летит? Да, вряд ли. Следи за тем, что он делает, перед тем, как бросить огненный шар. Что он делает? Он его набирает. Понятно. Бомбу кидаем. Он притягивает воздух к себе. Не вижу, где он. Ну, по чуть-чуть добиваем. Хоть подсказку дали. Так, наверное, меч пламени мне ни к чему сейчас. Это, кстати, максимальный урон. Можно вот этим бить. Это, наверное, следующая типа падает, и ты вдруг не догоняешь, что с ним делать. Атакуй скорее! Сейчас все будет. Я думаю, надо что-то на всякий случай съесть. Я зря готовил тут 10 лет. Пойдет, мне этого хватит. Задай ему! Баста. Готов, наконец-то. Босс несложный. Единственное, что долго добирались. Долго я догадывался, как ящерку эту загнать в кратер. Потому что я заболтался и пропустил момент с пушками. Но прочитав задание, вспомнил таки. Наконец. И вот здесь вот, когда я два последних зажигал, этого, два последних модуля, я совсем не обратил внимания, что у меня где-то обычная металлическая броня. Поэтому я столько влил урона, столько сожрал еды и потерял фей. Подготовка вся была практически на смарку. Давай. Чудище, контроллер активировать. Обидно то, что невнимательность подвела.
Ну что ж поделать. Ладно, что, четвертый босс пройден. Осталось 2 локации Ты справился, дружище. и финальный босс. Дарук, воин Гаронов. Хорошо. Благодаря Дарух. тебе моя душа вновь обрела свободу. Я Мгм. твой должник. Он даст защитный этот, как его, шарик. На Хайрул обрушилась беда, а я торчу тут без дела. Угу. Тебе пришлось одному совсем разбираться. Угу. Ну да ладно. Рудани Да ладно. наконец-то в полном порядке. Он поможет нам сделать то, что не удалось 100 лет назад. Мы с Руданией засядем на горе и возьмем Ганнона на мушку. Когда ты начнешь сражаться с ним в замке, мы устроим настоящий фейерверк. Не вопрос. А еще я отдам тебе свою силу, оплот Дарука. Это защитный Мне этот она теперь купол. ни к чему, а тебе может пригодиться. Используй ее! Бац. Все, Линк полностью заряжен. Всеми 4 возможными стихийными штуками. Да, я говорил, что такой же купол вокруг себя делать можно. Не забудь, Линк. Теперь моя сила, сила Дарука защитит тебя, где бы ты ни был. Пора прощаться, дружище. Надо спасти принцессу. До свидули. Так, ну что, по времени я, наверное, успею еще, может быть, парочку святилищ открыть. Ну, надо к бабке сходить сначала. Бабулька есть, которая у нас давала задание это. Задание про 4 чудища она давала. Надо ей квест сдать, этот основной. Но она, скорее всего, скажет, типа, ты уже готов, можешь хоть сейчас прям в Ганону идти. Ничего тебе не будет. Но я хочу все-таки зачистить 2 территории, 2 локации. Та-дам! Отлично, все готово. Теперь мы можем атаковать Ганнона, когда захотим. Как только Линк вступит в бой, Рудания нанесет этому злодею такой удар, что тому мало не покажется. Давненько я не видел Хайрул. Уж 100 лет прошло. А Горанград хорош. Любуйся не хочу. Интересно, как Гораны пережили бедствие? Да, надеюсь... Спустить, да спроси, что. Вопросы задает он. А? Рыхлый? Батя? Однако... Рыхлый. глаз радуется. Батя. Эй! Хм. Ладно. Все молодцы. Все, 4 огня у нас запалено. 4 животных. Чудищ уничтожен. Все освобождены. Остался, по идее. Но вот не считая всех святилищ, остался только финальный босс. Оплот Дарука. Хорошо. Линк, Что надо? Линк, Да что надо? спасибо. Ты вернул чудищ на нашу сторону.
и освободил души воинов. Угу. Они будут ждать, когда ты вступишь в бой с Ганоном в замке Хайрул. Угу. И я. Я тоже буду ждать. Так, давай сначала мы вернемся к бабульке. Сдадим ей квест про 4 чудища, которые мы получили в самом-самом начале игры, где-то примерно 12 стримов подряд назад. Потом до конца дочистим эту территорию. Я уж переодеваться не буду на всякий случай, чтобы я опять не забыл. Так, ну до конца используем это. Это оставляем. Оружие. Я это добью. Посмотрим, может быть у нас еще обратно феи зареспавнились, а вдруг? Они же у меня типа кончились. Так, одна есть. Вторая есть. Так, подожди, тогда. Одеваем шмотки, подходящие для ловли этих ребят. Убираем фей. Давай, приземляйся. Хорош. С собой, я так полагаю, то что вот как только у тебя, ну не больше 4 можно носить. Наверное. Так, и еще 3 святилища на той территории осталось неоткрытых. Не знаю, там, в каком они состоянии. Давай сходим, посмотрим. Сначала к бабке сдаем квест. Вдруг она что-нибудь интересное даст поносить. Может быть, какую-то мегапуху там. Здорово, бабка. Я чувствую, они здесь. До рук Урбоза, Ревали, Мифа. 100 лет назад я сражалась вместе со всеми, но не смогла им помочь. Они погибли, не исполнив свое предназначение. С тех пор меня терзала мысль, что их души никогда не обретут покой. Но сейчас я чувствую их силу. Все эти годы они продолжали надеяться и верить. Уверен, они были очень рады снова увидеть тебя. Вас всех объединяет общая цель. Теперь, когда Ганон ослаблен, вы должны нанести ему удар. Ступай и спаси принцессу. Ты найдешь Ганона в замке Хайрул. Спасибо, Кэп. Несмотря на то, что чудище теперь на твоей стороне, тебе нужно быть очень осторожным. Ганона защищает могущественные чары. Будь готов ко всему. Все? Бабка очевидность просто ходячая. Хотя Ганон, наверное, силы принцессы на исходе. Судьба нашей зелья в твоих руках. Куда мне идти? Хочу все вспомнить. Спасибо. Да, понял. Короче, бабка ничего нового не говорит. Полезного ничего не дает. Просто сдашь ей квест, она тебе покажет то, что ты уже 1000 лет назад заметил. Когда искал что-то нужно. Ладно. Отсюда. Давай, погнали искать 3 святилища. Остальное я, наверное, не успею уже сегодня пройти. Вне стрима, скорее всего, открою новую территорию и, может быть, там что-то пройду. Осталось их 2. Так, я переодеваюсь сразу. Ты можешь использовать милость Мифы.
А тут теперь не такая жесткая температура? Серьезно? Иу. Мы типа, короче, ящерицу замочили, и теперь не так жарит. Здесь не так жарко теперь. Я понял. Хорошо. Уже все в лаве, и температура была лютая. Что только что использовал? Это я в любом случае одеваю, да? Оригинально. Ой, да я не буду с вами возиться даже, впадло просто. Где-то тут. Вон оно. Пряталось. Святилище Тамул. Да. Пейзаж конюшни. О, и заодно и побочный квест выполнил. Вот где этот пейзаж надо было, да, ловить? То что-то там туда посмотри, здесь посмотри, непонятно. Два прохода. Угу. Один проход. Так, ну вот эти просто растительные, да, у нас? Понял? Угу. Ключик. Надо взять. Да, какой-нибудь дешманский лук выберем. Правда, это, по-моему, не обязательно было, да, полить? Ящик сгорел. Он был деревянный. А зачем? Так, ключ металлический. Металлический. Пролезет же. Угу. Вот так. Отлично. Несложное, кстати, этот как он. Несложное святилище. Я с ящерицей дольше возился. Рубин, давай. Все, да, по-моему? Угу. Зачем-то тут два ящика. Наверное, чтобы ты повыделывался, короче, вот с помощью лука выстраивал ящики как-то, чтобы меньше стрел потратить. Камон, зачем этим заниматься? Если у кого огненных стрел нету вообще, тогда можно еще что-то там покумекать. Тогда же, наверное, если у тебя обычные стрелы, ты их можешь зажечь. Достаточно на перспективу смотреть на эти ящики и стрельнуть с обычной стрелы. Она все равно загорится. Путает, может, не знаю, специально.
Так, эта метка все. Дальше. Там еще 3, что ли? Сейчас я посмотрю. Так, да, 1, 2 и 3 метка. Ну, прям в лаве. Но если все равно, если я в лаву попаду, то мне по-любому не жить. То в море утонет, как говорится, купаться больше не пойдет. Ага, я уже загорелся. То есть местами тут все-таки температура адская. Что у меня горит? У меня что-то горит. Не шмотки. Это не щит, у меня лук горит. Да и ладно. По-моему, где-то здесь святилище. Да, вон оно. Можно тут с ящиками что-нибудь приколдовать, конечно. Поперемещаясь по ящикам, как-то что-то там добраться туда, но зачем, если ты просто летишь с башни и все. Равновесие. Так, мы сейчас сначала осмотримся, как обычно. Один деревянный ящик, почки какие-то. Угу. Сейчас мы как раз и будем на перспективу зажигать лук, обычные стрелы. Сейчас он сгорит. Они должны, да, под своей тяжестью они опустились. Что теперь? Ящик, наверное, деревянный, да? Ключ. Угу. Понятно, для чего. 3 кубика. Раз. Почему их именно 3? Не 1. Надо настолько нагрузить эту штуку. Сейчас, ладно. Вот это я пока оставлю. Подожди, а это зачем? Вот там вот еще 2 площадки какие-то. Что они делают? Угу. Вот чтобы туда забраться, ящик забрать. Так она просто опускается вниз. Ладно, хрен бы с ним, с этим ящиком.
Нам шипы надо поднять, получается. Оп. Упала вообще. Может быть, бочки не нужны, а может быть, нужны. Либо шипы поднимутся с помощью кубов. Либо... А можно как-то разрушить? Не факт. 3 куба, а эти как вам... А бочки надо на противоположную поставить чашку. Может быть. Либо... Чё, дурак? Угу. Допустим. Кубу придется снимать. Я бочки не туда. Надо бочки поставить сначала на одну, потом поднимать их. Я не знаю, какой, смотря какой вес у бочек. Они выглядят вроде как каменными. А что тяжелее в этой игре? Камень или металл? Ну. Сундучок металлический. И взять его никак. Ладно. Тут надо сначала прижать вот эту площадку. Не дарет. Минус ящик, ну ладно. Так и что получается, здесь 2 ящиков достаточно? Что ли? Ага. А как обратно ее вернуть тогда? О. 1 ящик. 2. Кладем. А вот этот кладем на другую. Мало. На сила магнита моего, по идее, должно хватить. Вот, давай. Дави. Дави его. Вот. Да ладно, что не хватает? А сколько не хватает? Блин, я же не вижу. Так. Придется еще и эти тогда. Придется тогда еще и бочки докладывать. Куб мешает опуститься этой площадки до конца. А как тогда вот это разрушить? А, эта штука вообще даже неподвижная.
Замечательно. Вот и вся любовь. Ай, блин. Ладно. Именно придумать, как самому-то сюда залезть. А, ну вот так вот я и залезу. Чик. Я не знаю, может это как-то даже по-другому решается. Вполне. Вероятно. Че, мало? Ну... И самому-то теперь залезть-то. И он медленно, по инерции. Так, мы сейчас с этим кубиком подопрем площадку. Ладно. Это она должна опуститься, по идее. Чик оставляем. Ну, залезай ты. Потому что неровно стоит. Серьезно? Не хватает? Почему? Ну, это нюансы, конечно. Чуть-чуть не хватает, чтобы мне туда залезть. Бочки, может. На бочку надо залезать. Серьезно? Даже и бочка тебе не помогает. Мгм. Чуть. Самому бы сейчас как туда забраться. Вот так, а его не хватит, да? Он не залезает только. Всё, неужели? А мне кажется, что это сложная загадка, она скорее неудобная. Что-то тут как-то вот это вот все. Тут вещи так, тут вещи так. Может быть, это, я не знаю, каким-то гениальным умом придуманное, как-то работает по-другому. Нет, я, наверное, скорее всего, решил я это как-то через жопу. Так, следующее. Кстати, дымит у меня, пар откуда-то идет, дым. Варю.
Это тут? О, идея не очень далеко. Должно быть святилище еще. Это явно не оно. И радар пока молчит. Возможно, оно где-то с загадкой закрыто. Музяка тревожно. Я понял. Тут где-то что-то должно быть, наверное. Все, близко не подходим. Там что-то где-то красное горит такое. Я попробую к красной точке подойти. За мини-озеро такое. Здорово. Надо не двигаться вообще, пока они бегут на тебя. Ребят, ни сундуков, ни хрена тут нету. И радар молчит. Скорее всего, тут святилище какое-то, если есть, то оно скрыто. Ну, тут что-то как-то вообще ничего такого прям очень подозрительного нету. Скалы ломать негде. Естественно, вот там, вот, где 3 камушка, можно попробовать сигануть. Пробуем дальше, вот прям между 3 скал пройти. Может, я не там еще просто. Ну, радар нас молчит. Значит, загадочное светилище. Явно не внизу. Где-то тут. Ну, давай на самый верх. А что там виднее будет? Прям на самый пятачок.
Нет? Ладно, я пока не вижу, где она тут может находиться. Так, на третье посмотрим. Может, она чуть попроще, не знаю. Ощущение, что она вообще в другом биоме. Пилить-то далековато. Не, нормально, я заберусь. Пиалочку. Закусон. Не, походу, правда, другой биом начинается. Уже растительности, лавы нету. Как-то все более лайтовенько. Вон оно, святилище. Но если она нигде не спрятана, то значит надо будет там что-то думать. Какая-то загадка. Подожди. Я думал, она светилась. Это не святилище, это просто огни были. Кипятки окунулся. Лаволь. Чё надо? Сила, брат, воли. Супер жар. Ты же тот парень, который прошел испытание на выносливость. Молодец, что сюда пришел. Добро пожаловать. Тут у нас Горонов. Древнее место силы. Если хочешь стать по-настоящему волевым, залезай на самый верх и поговори с моим старшим братцем. Тут же у нас будет святилище. Высоко. Просто так он это святилище мне не даст. Лава, что там, парень, ты что себе думаешь? Это особое место, сюда разрешается вступать только сильным духом, а кто это? Решаем мы, волевые братья. Сначала пройди испытание, а потом поговорим. Какое испытание? Кровь кипит в мышцах. Я тебя узнал. Ты тот парень, который прошел испытание на выносливость. Тут у нас Горонов древнее место силы, скала воли. Молодые испытывают здесь свою силу духа и становятся настоящими Горонами с каменной волей. Дай пройти. Не сдвинуть с этого места. Оно особое. Сюда разрешается вступать только покорителям скалы воли. К тому же здесь мой младший братец закаляет свою волю. Постой, ты тот парень, который испытал хорошо. Совсем другое дело. Пройди испытание воли, я тебя пропущу. У меня кровь кипит.
Да, такой ответ мне по душе. У тебя сейчас кровь не то что закипит, а в раскаленную лаву превратится. Давай-ка я объясню тебе правила, а не проще каменной глыбы. Поднимись наверх, уложившись в определенное время. Но есть одно условие. По пути надо собирать рупий. В общем, вскарабкивайся наверх, уложившись в определенное время, и собери нужное количество рупий. Если не уложишься в заданное время и решишь прервать испытание, я заберу все бабки. Хорошо. Сейчас мы проверим, из каких камней ты сделан. Собери волю в кулак. Итак, испытание воли. Хорошо. А, да, совсем забыл. Воля это круто, конечно, но деньги... Куда уж без них? Короче, с тебя 20 рупий. Деньги в огонь. Какие там правила? По пути на вершину собери не менее 100 рупий. И сделать это нужно за отведенное время. Но если хоть одно условие не выполнено, испытание не пройдено. Ну ладно, пора начинать. Надо было переодеться. Ой. Костюмчик-то с скалолазания надо взять. А то мы сейчас будем очень долго это делать. Да ладно. За 3 минуты 100 собрать. А вот, побольше. Стера все. Ну да, тут пробежаться явно стоит. 40. Сорок 6. Я уже думал, провалил испытание. Да идите вы со своей кровосисей нахрен. Снова наступила кроволуние. Ой, какая. Линк, будь осторожен. Давай, у меня испытание вообще идет. Я 52 собрал. Опять. Вот сюда. Ну, вроде время пока укладываюсь нормально. Сотку-то я соберу. Гора-то когда заканчивается. А, и все, вот вся гора. Нормально? Уложился время, посмотрим, сколько ты собрал. 123. Мама дорогая. Хорошо. Окей. Ну, он меня похвалил. Я молодец. Давай, пускай меня. По идее, это святилище будет халявным. Я так думаю. Потому что ты до этого уже типа испытания прошел. Ну, может быть, не очень сложно. Я не знаю точно. Ну, наверное. Будем надеяться, что это так. Да, оно халявное, все нормально. Большой меч Мороза. О, давненько у нас не было мечей Мороза. Смысл мне с собой факел таскать? Когда его нужно использовать, его тебе дадут обязательно. А так, ну смысл он. Только место занимает. Вот так. Так, ну что, можно, в принципе, еще одно сердечко, да, поставить, вкачаться, портануться, да, вкачаться.
Да и, в принципе, все. Так, давай, телепорт. Деревню. Зато там я точно знаю, где вот статуи находятся. Заодно можно посмотреть, и вдруг стрелы появились. А вдруг? Мне бы обычно докупить. Я маленько потратился. Еще можно фей проверить. Так всегда тут. Вроде одно, другое, третье. Это бы хотелось посмотреть. Тут надо, вспомнил. Ага, сюда пойдем. Это тут я не доделал. Давай здесь посмотрим. Такое часто бывает. Не знаю, вдруг можно может что-то как качнуть. Угу. Угу. Я могу шлем качнуть. Да. Шлем прям будет максимально прокачки. Наверное. На остальное у меня просто не хватает этого. Сердец Хинокса. Это надо идти их и фармить просто. Но на них очень много улетает стрел и так далее. Не знаю, может быть еще вот на тех двух территориях попадется мне порядка 6 хиноксов. Тогда будет в этом резон. Халявные яблочки. Ага, капсула сердца давай. Они будут нужнее пока. Осталось еще 3, 6, 8. Ну, я не знаю. Если 8, 4 на 8, 32 святилища еще. Я не знаю, будет ли столько. Вот и стрелы появились. Хорошо. Все. Других стрел нету, да? Ну и в принципе все на сегодня. Дальше что? Дальше я, наверное, открою вот эту локацию. Очищу ее. Смотрим там как что. Ладно, разберемся, как говорится. Но Ганон, естественно, будем проходить на стриме. Ганона будем убивать. В принципе, все остальное открыто. Ладно, на этом будем мы, ребята, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем удачи и пока.